Всех приветствую сегодня на канале, с вами Никитос, и сегодня я бы хотел сказать то, что очень необычный день. 27 августа, для кого-то просто день, а для меня это целое событие. Дело в том, что сегодня, ровно 35 лет назад, то есть 3 десятилетия назад, вышел офигенный альбом, который изменил вообще практически все. Музыку, жанр, мое восприятие как-то к этому... Прошу любить и жаловать. Альбом Pearl Jam 10. Ровно 35 лет назад, 27 августа, был выпущен этот альбом. На самом деле я хочу рассказать несколько фактов. Дело в том, что альбом продавался очень плохо. Действительно очень плохо в первые недели, в первые месяцы. И стрельнул только через год. Да, для кого-то это может быть, конечно, необычно, потому что гранж, да, развитие вот этой всей культуры, но... Да, для начинающей группы это может быть очень даже нормально, тем более хорошее место заняла, потом обрела культовый статус. Ну, что я хочу рассказать вообще об этом альбоме? Хочу сделать мини-обзор. Вот так он выглядит. Конечно, здесь все перевернуто, но... Ничего страшного. Вот так вот выглядит задняя сторона. Альбом очень классный. Я бы сказал, лучший, который я слышал. У меня есть много альбомов, конечно, целых 11 в коллекции. И это самый лучший альбом, который я когда-либо слышал. Без преувеличения. Реально офигенный звук, офигенный вокал, офигенные тексты. Вообще, альбом классный. Наверное, один из самых лучших дебютных. В принципе, в роке, в принципе, в гранже, я бы хотел сказать, потому что также Нирвана, ну, как-то сказать, знаете, что-то другое у Нирваны было. У Soundgarden, у Alice in Chains, а здесь какой-то, знаете, другой дух. Другая какая-то атмосфера все-таки в этом альбоме. Более какая-то живая, что ли, более какая-то неискусственная, я бы сказал, да? Ну, поехали. Значит, хочу начать именно с трек-листа. Ну, пока что, да? На первой стороне у нас представлены, значит, 1, 2, 3, 4, 6 треков. Всего их 11. И первый это Once. Что я хочу сказать об этой песне? Песня отличная. Песня как начало альбома вообще офигенная. Она показывает всю бодрость, все вот это вот... Ой, тут немного ободрано. Ой-ой-ой. Блин, альбому сколько? Год всего лишь у меня. А он уже все сыпется. Ну, ничего страшного, это как бы картон. Ну, что я могу сказать об этой песне? Песня классная. Она сразу с первых секунд, ну, как сказать, ощущается что-то необычное, да, для гранжа. Что-то спокойное, что-то какие-то инструменты, вот это инструментал. Это не вокал, это все вот это потом идет только на 50-й секунде, то есть почти минута трека прошла из 3, и только начинается сама движуха, я бы сказал, да? Скажу вам по секрету, здесь есть секретный трек, называется Master Slave. Теперь вы знаете, откуда у меня ник. Да, Master Slave это, ну, какая-то там минутная какая-то композиция, которая разделена на первый трек и на последний. В первом треке она играет примерно вот где-то 40 секунд, потом затихает, и потом начинается сам инструментал. И в конце релиз. Релиз это последний трек, там она идет после 3 какой-то минуты, то есть идет примерно почти 6 минут. Так, ну что я хочу сказать. Ну, вокал Эдди Веддера просто великолепный, он сразу дает понять то, что, ну, есть потенциал, есть талант. Гитары Стона Госсарда, Майка Макриди просто великолепны. Также я хочу отметить офигенные барабаны, офигенную партию барабанов от... Ой, я не помню, как зовут чувака, у него фамилия... Блин, а здесь написано вообще? Слушайте, извините, конечно, но... Я тут давно не видел вообще ничего. Так, ну давайте сначала я вам покажу тогда вот... Вот такой вот внутренний конверт, Pearl Jam написано. Потом здесь вот такая вот интересная штука. Вот, посмотрите. Получается, это буклеты всяких песен, да? Здесь тексты есть. Они по-разному здесь, конечно, интерпретированы. Допустим, Even Flow.
это банкнота. Once это просто черный прямоугольник, и так далее, и так далее. Также здесь игры всякие с текстами и шрифтами. Очень, я бы хотел сказать, да, очень интересно здесь. Так, ну давайте посмотрим. Дэйв. Дэйв это барабаны, да? Джефф Амент, да, я помню, он очень долго был у Pearl Jam вообще. Практически все время. На басу Эдди Веддер на вокале и Майк Макриди ведущая гитара, да. Стон Госсард просто гитара. Так, что я могу сказать? Да, вообще альбом выпущен. Так, сейчас я посмотрю на... Так, на Epic, да. Epic это получается такой вот... Так, это... Ага, это такой лейбл. На Epic Records, да. Ну, потом впоследствии там и Pearl Jam, там какие-то альбомы там выпускали, еще какие-то там артисты. Так, что еще? А здесь очень много интересного. Здесь впервые появился Ten Club, да. Впоследствии, конечно, развился в целый сайт, я его посещал, очень прикольный. Да, там можно стать членом, как вот этого вот всего клуба. За, ну, конечно, за деньги, но это того стоит. Так, Сиэтл, Вашингтон. В общем, очень интересно, знаете, вот хотел начать именно с трек-листа, а начинаю с дизайна. Дизайн просто великолепный, дизайн очень классный. Несмотря на то, что все выполнено все-таки в темно-белых тонах, вот таких вот, еще раз показываю, все равно очень интересно. Ну, тем более вот это вот, логотип самый главный. Потому что вот здесь вот логотип, вот такой вот, да, он просто в ряд. А вот здесь вот именно вот так вот, да? То есть Pearl, потом Jam. Вот таким вот образом. Ну, давайте сейчас покажу хотя бы винилку саму. Это, знаете, это просто обычный конверт. Без всяких там разворотов, без всяких там двойных альбомов. Вот. Сама винилка. Вот такая вот выражена. Можете сами посмотреть вот здесь вот. Такой вот круг. Кошка. Прошу прощения, конечно, сейчас и мне придется ее выпустить. Знаете, я так подумал, давайте без обрезаний, без всяких там без всякого монтажа. Так, чисто добавлю чисто музыку и все. Это будет простой такой, чисто на час, чем-нибудь обзорчик, да? Потому что уже идет практически 8 минут. А я даже не устал еще. Так, ну что я могу сказать? Винилка немного поднатаскалась, конечно, да, я ее слушал не раз, это точно. Но, конечно, на стриминговых сервисах я ее слушал куда больше, чем на виниле. Но на виниле это офигенно. Во-первых, что я могу сказать? В чем плюс винила? То, что у тебя треки подряд идут треки, и ты можешь ощутить всю вот эту вот полноценность, да? Тем более, что я могу сказать? Между Why Go и Black есть такая, знаете, как его, переход, да? То есть с активных таких электрогитар до какой-то акустики, да? И вот просто если ты слушаешь где-нибудь, допустим, в Яндекс.Музыке, ну хотя в Яндекс.Музыке нет, Spotify, там еще где-нибудь, такого ты не ощутишь. Вот именно здесь ты ощутишь всю магию винила, да? Ну еще раз показываю, здесь вот кругляшок такой, там название, потом здесь все песни, потом кто исполнял, кто создавал, здесь, ага. Кстати, я не замечал, здесь, оказывается, времени показывается у песен. То есть, сколько они длятся. Ну, все. Давайте тогда пройдусь по каждой песне. Еще раз. Так, Once это Эдди Веддер и Стон Госсард. Да, они написали тексты. Вообще, Стон Госсард и Эдди Веддер отличные, так сказать, составители текстов. Они подбирают интересные темы. Вообще, полностью Ten, он вобрал в себе такие интересные темы, как, ну, бедность, там, употребление, вот, все вот такое, вот, самые пороки общества, я бы сказал, да? Так, сейчас я это сделаю. Вы уж извините, здесь немного не организован, конечно. Ну, так, чисто от себя что-то говорю и все.
без текста записанного. Чисто вот смотрю вот сюда, это потому что, чтобы посмотреть, как я себя... как я себя вообще чувствую, как я выгляжу. Кстати, вот такая вот футболка у меня. Тоже Pearl Jam. Вот. Видите, какой я фанат, да? Хотя я не скажу, что прям фанат. Я бы сказал то, что я фанат так, чисто нескольких альбомов самых таких продаваемых, расхайпленных. Но мне Ten очень нравится. Это мой самый любимый альбом пока что. Пока что я других еще не слышал. Не то, что у Pearl Jam. У Pearl Jam я очень много слышал альбомов, много песен. Очень много мне понравилось. Мне именно, как это сказать, не хватает чего-то, знаете, чего-то более нового, да? Еще. Поэтому, пока живу, много открываю всего. Так, давайте еще раз покажу здесь. Вообще, насчет обложки. Обложка очень интересно была сделана. Дело в том, что либо Майк Макриди, либо Стоун Госсард, они придумали сделать надпись, внимание, из дерева, выпилить из дерева буквы и поставить назад. И вот здесь вот еще текст. Вот это вот текст, он сделан из дерева. Прикиньте, взяли буквы и поставили. Вообще на дерево не похоже, он какой-то размыленный, что ли. Но, хотя есть какие-то отпечатки, я бы сказал, да? Так, вообще, что я могу сказать? Вот это вот все изображение вот этих чуваков, да, всей группы, вот этих вот ребят, оно вырезано, да? То есть они изначально стояли на земле, на полу, но сделали так, что вот эти вот буквы, сзади которых они были растянуты, да, и поставлены вот здесь. То есть здесь вот начинаются буквы, а здесь они заканчиваются. И здесь вот прикольно так сделали, то что трек-лист, он вот так вот по диагонали сделан. Интересно, да? Интересно. В таких тонах. Вы можете, кстати, лицезреть то, что здесь всякие стены, да, то, что вот это вот. Так что... обложка действительно стоящая. Одна из самых, я бы сказал, влиятельных, самых лучших. Ее много кто копировал. Это, конечно, не Битлз Бероу, там еще всякие там. Но тоже того стоит. Очень интересная работа. Так, что я еще могу сказать? Съемки проходили легко, да, то есть просто вот так вот сделали. Сфоткали полностью, да, и потом приблизили. Кстати, вот именно изначально альбом, он как был? То есть квадратик вот такой вот был, да? Были видны только несколько голов, да, были видны руки. И самое главное, это надпись, да, Pearl Jam, и все. Не было никаких там надписей Ten, ничего там другого, вот просто как название группы, и все. И сами участники, да, как сказать, отчасти, да, сами участники. А здесь как бы сделали вот так, да. То есть, когда выпускался альбом, он изначально выпускался и на виниле, и на кассетах. Точнее, не на кассетах, на дисках, да. И можно было разворот этот взять и сделать так, чтобы вот, представьте, вот маленький вот есть квадратик, вот такой вот маленький квадратик, а ты вытаскиваешь из вот этой вот упаковки, и ты получаешь вот примерно вот такое вот, да. То есть у тебя из маленького квадратика появляется вот полноценная обложка, да, вот такого размера, да. Вот. Интересно сделали, да. То, что, казалось бы, скомпоновали, сделали акцент именно на вот определенную вещь, определенное название, определенный объект, а потом сделали вот так. Так, композиция классная, да, посередке все. Я бы не сказал то, что я прям шарю в этом все, но я здесь вижу вообще, если честно, правило 3 полос, да. То, что у нас разделено на 3 части, вот эти вот. И посередине, ровно посередине, все вот это здесь скомпоновано. Так, что еще хочу сказать? Все. Насчет обложки, все. Я не очень сильно вдавался в подробности, но изначально я знаю то, что вообще цветовая гамма должна была быть вообще другая. То есть не розовая, там вот эта бордовая. Она должна была, кажется, быть коричневая, что-то, знаете, с темными оттенками. Что-то такое. Но потом кто-то сказал, давайте так сделаем, мы сделали, да? Кстати, я только что заметил, если вот вы сейчас заметите, смотрите, вот буквы, да, сами буквы здесь написаны, а вот здесь сам пол. Понимаете? То есть это изначально здесь пол сделали так, а они их подняли как бы повыше, да? Чтобы, не прямо они вот здесь вот стояли, да?
на полу, а то бы пришлось буквы все-таки поднимать, и вот эти вот первые, точнее, вот эти передние буквы, передние говорю, верхние буквы пришлось бы вот поднимать выше, да, соответственно, была бы хуже читаемость, вот. Ну что, все? Да, то, что здесь на стене все сделано, то, что деревянные буквы, здесь вот надпись, это прикольно. Кстати, скорее всего, у меня предположение, то, что это могло пойти от первой группы Эдди Веддера, там, Криса Корнелла, ну, Криса Корнелла, как вы там знаете, как вы произносите. Я лично произношу Крис Корнелл, мне так привычнее. Это пошло, наверное, от Temple of the Dog. Если вы посмотрите на обложку, там надпись вот эта Temple of the Dog сделана как-то то ли пластилином, то ли каким-то таким, знаете, материалом интересным, да? Ну, и здесь тоже прикольно, да? Какие-то объемные фигуры, какая-то вот такая вот интересная вещь, да? Перспектива здесь, кстати, есть, да? То, что буквы где-то вот есть напрямую они идут, а где-то они вот как-то вот в бок, да, смотрят. Да, вот такая вот линейная перспектива. Не, обложка классная. Я бы сказал, очень хорошая. Одна из самых лучших в гранже, потому что она запоминается. Она действительно прям очень хорошо сделана. И цветовая гамма приятная. Потому что, ну, ты смотришь, ты такой вот нормальный человек такой. Ну, розовый цвет. Ну, как бы, что здесь такого? Ну, красные оттенки такие вот, где-то синий. Да, какой-нибудь, знаете, такой необразованный человек скажет, о, блин, розовый цвет, там вот это вот. Ну понимаете, кто этот контингент, да? Это к металлистам. Вот у металлистов вот там все вот пожестче, да, там темные оттенки, темные цвета. Не, конечно, потом от такого вот ушли, Pearl Jam, да, немного. Начали делать экспериментальные такие обложки, такие как овца на Versus, кстати. На Versus будет потом отдельный обзор. Не юбилейный, конечно, кстати, еще раз повторяюсь, да, сегодня 35 лет альбому. Решил все-таки заняться именно съемкой видео. Ну, отвлечься чуть-чуть и поговорить, да? На Versus будет обязательно обзор, может будет потом на другие альбомы, как я их куплю, конечно. Но вы не забывайте подписываться, ставить лайки и ждать новые видео, конечно. Так, ну что, все? Так, подождите, дальше. Дальше песня. Ну, дальше идет, конечно, песня, благодаря которой, в принципе, известен альбом. Ну, наверное, для кого-то известен, да, самая расхайпленная песня Even Flow. Да, вы, наверное, ее слышали. Так, ну, Even Flow, это прям офигенный такой гранж, это прям, знаете, спортивный дух. Мне почему нравится этот альбом, потому что Эдди Веддер прям, как это сказать, выделяет вот эту вот всю атмосферу, да? Какая-то атмосфера от него идет, вот какой-то вот такой спортивный дух, он вообще, в принципе, сам вот такой вот человек, как бы, не стоящий на месте, да? Постоянно выделяет какую-то энергию вот это вот. И эта песня, она прям и характеризует вот эту вот всю группу, то есть начальную стадию, как, ну, начальный этап группы, как вот прям очень активный, спортивный такой, да. Текст офигенный, текст про то, что вот бедность, то, что человек вот как, знаете, пороки, да, я вот прям не вглублялся в этот текст, но чуть-чуть знаю, конечно, да. Но, конечно, полную концепцию я еще не выявил, и навряд ли я еще это сделаю, потому что, ну, довольно тяжело это все понять, но концепт, это очень интересно. Дальше, Alive. Вообще, Alive очень интересная здесь история. Дело в том, что Эдди Веддер, вообще, это, в принципе, о самом вокалисте Эдди Веддере сделана вот песня, именно вокал, ну, вокал, говорю, текст. Дело в том, что сам Эдди Веддер, он узнал то, что его, оказывается, отец, он не отец, а оказывается приемный, то есть отчим, где-то в 16-17 лет, где-то вот во столько он узнал, и поэтому он решил все-таки написать эту песню. То есть примерно вот тогда он где-то написал этот текст, и вот как раз появилась эта песня. Соло отлично с Майка Макриди, да? У Майка Макриди офигенное соло получилось. Классная песня, барабаны, все, перкуссия, вообще офигенно. Мне очень нравится это все, инструментал. Так, давайте, не медли, давайте дальше пойдем. Why Go? Why Go? Вообще, одна из самых недооцененных здесь песен. Ну, я могу это, конечно, понять. Хотя, знаете, ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Прошу прощения, здесь немного ноги мои решили взбудоражить стол, ну, ничего. Why Go? Почему Why Go очень недооценено? А я не знаю почему. Очень классные биты, барабаны, риф офигенный, соло офигенное. И если вы хотите, послушайте обязательно.
Так, это четвертая песня уже на альбоме, практически уже какая треть, да, треть прошла. Ну, о чем говорится? То, что есть девушка, есть какая-то девушка, ее подразумевают, как сказать, подозревают, что она какая-то психически больная, нездоровая, и ее садят в психушку. Она говорит маме, почему вот так вот? Почему, why go, почему я должна идти туда? И родители просто против нее, да, они отвергают ее и говорят, давай лечись. Ну, прям напрямую, конечно, не говорят, но можно что-то понять, да? То есть, wall, metal, там, stone, там вот это, да, то, что в стенах из камня заперли ее, вот. Потом идет легкий переход такой на акустическую часть, песня Black. Ой, я когда услышал Black, я, конечно, вообще, не понимал, в чем смысл. Я думал, что гранж, это что это такое? Это резкость, это прям такой, знаете, напор такой вот, да? А Black это очень спокойная, очень ненапряжная с виду песня, которая, знаете, очень такая спокойная, да? Так, Black, что я могу сказать? Песня о потерянной любви, о том, что молодой человек потерял девушку, свою любовь в своей жизни. То, что... почему называется Black? Потому что темнота, да? То есть душа, она потемнела, то, что человек, он уже все, он потерял смысл жизни. У него какой-то, знаете, сплин, траур, я бы сказал, да? И его мир просто окрасился в темные тона. Об этом как раз-таки есть и песня, да? Вот как раз-таки об этом и написан текст. Давайте далее. Хотя могу еще кое-что рассказать. Сколько песня идет? Практически 5 минут, да? Но они длятся так долго, и ты прям кайфуешь, когда слушаешь эту песню. Прям так отлично она вот чувствуется, да? Казалось бы, why go, alive, вот это все, even flow, все активно, вот это вот хорошо прям. А здесь какой-то контраст, да? Насчет контраста, что я могу сказать? Джереми. Джереми — это последняя песня на первой стороне. Да, получается 6-я песня на альбоме, уже половина, да. О половине мы уже рассказали. Джереми, очень интересная здесь концепция, очень интересная история. Значит, история такая, насколько я помню, Эдди Веддер прочитал где-то в газете, то, что какой-то парень из Техаса, Джереми какой-то там, у него фамилия я точно не помню, 15-летний подросток, застрелился во сколько-то там часов в школе перед учительницей и одноклассниками. Вот. Была статья разгромная такая, да, то, что нифига себе, да, школьник вот так вот сделал, откуда он оружие нашел. И Эдди Веддер взял и сделал из этого песню, да, текст, набросал там вот это вот всякого, вот эта история, да. То есть это то, что вот в тексте, да, то, что в песне поется, это все не напрямую, да, это все выдумки, но то, что сам парень вот это застрелился, это да. Но здесь прям не говорится то, что он прям застрелился, суицид, я, конечно, это осуждаю все, не одобряю. Здесь говорится то, что он просто выступал перед классом. А вы понимаете, перед классом, как он выступал. Вот. Так, что еще? Интересный факт. Здесь 12-струнный бас. В начале песни, вообще, в принципе, во всей песне. 12-струнный бас. У кого там? Джеффа Аминта, да? Очень хорошо звучит, прям напор такой, прям, знаете, погружает в эту всю историю. Казалось бы, с виду она не напряжная, там вот это вот постепенно идет, а потом уже в конце уже хорошо прям, да? Такой же активности. Уж извините за мой словарный запас, я немного не выспался, я проснулся в 10, а лег в 6. Нет, не в 6, в 4. Я поспал всего лишь там сколько, 5-6 часов. Я немного так, знаете, хочется побыстрее, да, это все рассказать. И показать, да, еще раз показываю, вот, как раз таки песня Джереми, вот это вот. И дальше у нас идет уже вторая сторона, да, вторая сторона на виниле, это Oceans. Вообще, очень необычная, знаете, история этой песни, как сказать, история, да, составляющая, да. Песня очень короткая, самая короткая, здесь она практически сколько она там...
ну, даже 3 минут, кажется, она не идет. Она ни о чем не повествует, она просто показывает, как Эдди Ведder любит серфинг. Я его понимаю, в принципе, что это у нас, как бы, солнечная, не Калифорния, да, Сиэтл, да, есть такие вот места всякие, пляжи, спортивный дух, я еще раз повторяюсь, да. Так, я надеюсь, не сильно кричу, у меня микрофон здесь вот поставлен, вот это вот. Ну, вообще, в принципе, здесь очень необычно у меня, да, поставлена камера, я хотел вообще здесь поставить, да, как обычно она на меня шла, а сделал вот так, да, чтобы и альбом показать, и себя во всей красе, да, и, ну, вот это вот все, то, что у меня в комнате, а мне нечего, знаете, скрывать. Что есть, то есть, ничего у меня такого запредельного-то и нет. Ну, Oceans, очень красивая песня, очень расслабляющая, там... Кстати, факт, здесь используются звуки огнетушителя, то есть по нему прям бьют, и перечницы. То есть вот так, вот такие звуки, да? Это все, как я помню, придумал именно Дэйв. Ой, я не помню, как у него фамилия. В общем, барабанщик это все придумал. Ну, знаете, если вот прям перкуссионные использовать, так вот прям везде. Вообще все перкуссионные, такие вот интересные, да, вещи. Так, ну, что я могу сказать? Акустическая песня довольно, да? Бас интересный, здесь использованы, сейчас, тимпан, да? Это такие, знаете, очень тяжелые, как сказать, как бонги, да? Барабаны вот такие вот используются, как, вы знаете, как племенные такие, знаете, вот такой звук вот. Ну, что, давайте дальше. Порч. Так, Порч. Что я могу рассказать? Так, могу рассказать то, что тоже о любви, то, что молодой человек говорит: не бросай меня, давай мы с тобой куда-нибудь пойдем, поедем, там, полетим, ну, как угодно, будем встречаться с тобой. И, пожалуйста, не покидай меня, да? То есть это уже, знаете, такой, как это, контраст между Black, да? И вот это вот песней. То есть она прям активная, она прям быстрая такая. Здесь прям очень быстро читается текст, да. Ну, Эдди Веддер умеет, как бы, да. Мы уже поняли с Even Flow, то, что иногда текст бывает непонятен. Вот. Очень хорошая песня. Вообще все хорошие песни. Почему я говорю, что именно определенные? Все офигенные. Давайте о следующей. Следующая Garden. Это уже 9-я песня. Это уже почти конец. Интересный риф в начале, такой ненапряжный такой, да, знаете. Вы можете сами послушать, я, конечно, не прям эксперт, чтобы говорить это все. Спокойная песня, спокойный ритм, а потом, как начинается припев, там уже такое прям активно идет. Фух, я уже вспотел, если честно, я уже все. Я уже устал, давайте побыстрее все расскажу. И еще раз что-нибудь покажу, да? Следующая Deep. Deep это, знаете, такой психоделический какой-то звук на гитарах. О, сейчас вспомню, да, у Стона Госсарда и Майка Макриди. Такие прям эффекты. Насколько я помню, здесь используется несколько таких педалей, каких-то там вот этих вот фейзер, такие вот реверб чуть-чуть там используются, ну так чисто. Дилей чуть-чуть, да. Так, о чем эта песня? Да без понятия, если честно. Я просто слушаю музыку и анализирую ее именно, как его, в плане музыки, да? Песня именно в плане музыки, а вот именно как текст я как-то, знаете, чуть-чуть послушал, чуть-чуть проанализировал и забыл, да? Мне все-таки интереснее более музыка, да? Так, Deep. Ну что это такое? Глубокий, да, Deep. Это глубина, глубокий, на дне. Ой, текст, конечно, вообще непонятный. Кого-то утопить, кого-то там еще что-то там. Какая-то борьба, что ли, какая-то битва. Да. Очень интересная песня, вообще отличается от, как сказать, гранж-сцены. Хотя, очень довольно похоже, да? Я бы так сказал. Так, ну, дальше идет релиз. Релиз вы уже немного услышали. То, что это, да, здесь секретный трек есть. Master Slave.
Вот, да. Не, если честно, когда я узнал, что вот этот вот секретный трек есть, я такой, блин, а интересно? А давай-ка я назову так канал. Вообще, в принципе, у меня будет такой псевдоним, да? А тот у меня надоел. Если что, если вот кто помнит, то напишите, как меня там это называли. Так, релиз. Релиз вообще идет 9 минут. Ну, 9 там с хвостиком, да? Начало очень интересное, такое спокойное. Голос такой глубокий, такой низкий, такой I see the world. Вот и хороший текст вообще. Хорошая песня, она похожа на Garden. То есть, если послушать вот эти вот начальные рифы, да, в начале, то довольно похожи. Ну, опять же, здесь показывается все, как сказать, весь спектр эмоций, спектр вообще всего, то, что... То есть, казалось бы, здесь такие вот быстрые песни были, бодрые, а здесь вот такая вот песня, да, полностью построена на спокойных ритмах, спокойной гармонике. Ну, я, конечно, в этом не разбирался, здесь вы можете посмотреть где-нибудь на ютубе или где-нибудь еще, какие-нибудь разборы там песен отдельных. Я чисто от себя говорю, как я считаю нужно, в принципе, что я знаю, и все. Все, что я о чем в курсе, я то и говорю. Я не готовлюсь, я не готовлю ни текста, мне это не надо. Я говорю то, что считаю нужным. Все. Вы меня можете осуждать, но мне все равно, реально. Если вы хотите подробный разбор, то идите и смотрите кому-нибудь другого. Все. Так, продюсировано Pearl Jam и Риком Парашером. Интересная, конечно, фамилия. Я не знаю, кто это такой. Вот честно скажу. Так, что я могу сказать? Вообще вот этот альбом, вот самый этот альбом, он именно был... У меня вот сейчас переиздание 2017 года. То есть уже практически 26 лет прошло. А альбом вот как раз таки издался. Насколько я помню, потом винил, именно вот как вот эти вот... Ну, вот эта вот часть, то есть как обложка вот такая, да, конверт, он уже не выходил. То есть уже в начале, примерно где-то второй середины 90-х, начала нулевых уже были вот такие вот. Да, насколько я помню, насколько я читал это все. Вот. И что я могу еще рассказать? Что я могу рассказать? Могу рассказать то, что он записывался очень быстро, с марта по апрель. То есть вот представляете, один месяц альбом записался, и его выпустили уже в августе. Непонятно, почему только в августе, то есть записался он, казалось бы, весной, а выпущен был только в конце лета. Вот, если честно, я не знаю. Я не вдавался в подробности, но могу сказать то, что до выпуска альбома уже были летом всякие, знаете, концерты там, большие ну не стадионы, конечно, сцены были большие. Сначала начинали с клубов. Как именно, знаете, такие вот, как сказать-то, исполняли синглы, исполняли какие-то демки, потому что альбом до конца был еще не записан, да, он уже проходил, так сказать, мастеризацию, да, уже готовился к выпуску, а выпустился только через такое время. Ну, вообще, первый сингл Alive, он практически сразу после выпуска, как сказать, после записи альбома был выпущен, так, в 91 году, где-то в апреле. Потом был Even Flow. Он уже шел где-то в сентябре, что ли. Точно я не помню. Потом остальные синглы уже были в 92 году. Там Джереми, там еще все остальные. Ну, когда группа уже подняла статус, уже обрела определенный статус, там была определенная уже аудитория, так сказать, да, уже контингент такой, который уже слушал, ценил группу. Ну, все. Это все, что я хотел рассказать. Еще раз поздравляю Pearl Jam, то, что у них 35 лет на сцене, прикиньте. 35 лет. Ну, я бы не сказал, что прям на сцене, да, как бы были до этого уже, как сказать, записи, да, тот же самый Master Slave. Он был записан в 90-м году и был как демка, да. А, кстати, интересный факт. Изначально Pearl Jam назывались, сейчас, Муки Блейлок, это был такой... И есть, насколько я помню, баскетболист, американский баскетболист, тоже темнокожий там это, у него был номер 10. И Pearl Jam назывались именно так, потому что им нравился
баскетбол, там Эдди Ведеру, там еще кому-то нравился баскетбол, они решили, а почему бы так не называться? Но поскольку уже было как бы запатентовано это все, тем более имя, фамилия, знаете, это как, ну, допустим, Агата Кристи. Почему Агату Кристи не запретили там название? А потому что авторских прав не было. Здесь пришли и сказали, не, ребята, вы не можете так называться. Ну, то же самое, Джет Ротал, кстати, тоже какой-то там австрийский там ученый там, и потом назвались так. Ну, это не суть, как бы, да? Есть очень много всяких групп, коллективов, которые названы в честь какого-то человека, в какого-то события, там, еще чего-то там, названия реального, да? Именно олицетворенного. Не нарицательного, а олицетворенного именно. И что я могу еще рассказать, да? Пришло авторское право, сказали, ребята, переименовывайтесь, да? А уже как раз таки была запись, уже такое, ну, и решили, давайте Pearl Jam. Почему Pearl? Потому что вообще была история интересная. Эдди Ведер рассказывал то, что якобы у него была тетя по имени Pearl, она готовила психоделический вот этот джем из психоделических всяких веществ, грибов и так далее. Но это был миф, это был просто миф. Вот. А Pearl это потому что, ну, реальное имя. Да, просто имя, потому что просто название и все. А Джем, потому что они были, насколько я помню, на концерте сейчас. Так, Нила Янга, да, Нил Янг, есть такой музыкант до сих пор, да. Профессиональный там какой-то мультиинструменталист. И назвали просто Pearl Jam. Джем, потому что он несколько минут просто джемовал, да, придумал всякие композиции прям на ходу. Вот прям как я сейчас говорю, на ходу, так он все играл на концерте, да, примерно где-то 10 минут. Ну, они вдохновились и назвались Pearl Jam, все. Так, это все. Сейчас дальше, в принципе, идет какая-то информация, которая, ну, знаете, разнится с этим всем. Да, тем более хочется рассказать что-нибудь о других альбомах, да. Но поскольку сейчас я говорю именно об этом, поскольку я говорю сейчас об этом, ну, у меня информация уже все. У меня информация закончилась. И хочу уже прощаться с вами. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Видос идет уже практически 40 минут. Я его никак монтировать не буду, только добавлю какую-нибудь там вот эту вот заставку и все. Это, знаете, вот чисто вот разговорный видос, так, чисто на определенную тему. Это не тот, который у меня с кашей был, да? И кто знает, тот знает. Это вот такой вот, знаете, интересный, да? Именно в теме, в которой я более-менее разбираюсь. Конечно, если бы я с кем-то более таким профессиональным, там, ценителем, конечно, бы все общался, вот это вот. Видос бы, да, был где-нибудь на час. А пока что, ну вот, на 40 минут. Вот. Ну все, я думаю, надо прощаться. Ребята, если вам понравился видос, поставьте лайк, подпишитесь. Напишите комментарии, о чем еще можно поговорить. На какой альбом можно сделать, как сказать, видос, обзор. И я обязательно услышу вас, прочитаю комментарии. Надеюсь, этот видос зайдет, а не то, что все остальные там. Это, знаете, чисто поинтереснее видос, нежели там всякие нарезки там со стримов, всякие записи. Вот это, вот прям, знаете, музыка, да? Что-то поистине стоящее, поистине интересное, такое вот многообразное, да? А вот сейчас я вот это вот рассказал, вы сейчас послушаете, вдохновитесь, купите альбом, будете слушать его. Но нет, я вам советую сначала посмотреть там всякие там обзоры, там послушать альбом. Это вот, ребята, это действительно стоящий опыт. Это будет очень интересно. Да, вообще, в принципе, фанат гранжа оценит, да, то есть на одной Нирване там вот как бы не вылезешь, да. Дальше я могу рассказать про всякие интересные другие коллективы, да, менее известные, чем мейнстрим, там, вот Nirvana, Pearl Jam и так далее, да. Но это будет потом, и это обязательно я сделаю. Но это будет попозже, да, это примерно где-нибудь, может быть, ближе к октябрю, там, в сентябре где-нибудь, может, найду время, ну, потому что сейчас будет учеба у меня, будет постоянные, так сказать, занятые дни, я бы сказал, да. И пока у меня каникулы, хочется вот сейчас вот это вот, так сказать, знаете, закрыть гештальт, рассказать о чем-то, и потом все, потом выбросить из головы. Ну и поделиться своими впечатлениями, эмоциями, своим опытом. Ну все, давайте сейчас ровно за 40 минут что-нибудь поболтаю, поговорю. В общем, знаешь, какие у меня планы? Планы у меня такие еще, рассказать про 10 альбомов, которые у меня на виниле,
Плюс докупить еще несколько, допустим, я хотел Rage Against the Machine, несколько там альбомов там купить. У меня как раз таки есть третий альбом, очень классный, я бы хотел очень много о нем поговорить. Очень стоящая запись. Так, 40 секунд. Ну все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.